Eso. Créeme que lo hacen más. No, qué rico. Bien. Называют прям прекрасная долина. Картина с этой долиной заняла первое место на каком-то конкурсе и висит теперь в Белом доме в США. Сориентироваться. Какое расстояние? Берлин 8502, например. Ну вот. С Москвы можно было бы просто написать далеко. Вид немножечко испорчен вот этими отелями, которые здесь построили. Но вот это вот образование, горное образование еще с юрского периода. Такие необычные скалы. Ну как скалы? Тут высоких гор нет на Кубе, но для Кубы это прям высокие горные вершины. Это вот отель. Сам отель не очень, гид сказал, но виды из него очень красивые, особенно там восходы, закаты. Ну вот здесь обычно включают какую-нибудь вот такую музычку, как из «Орла и решки», и вот так вот желательно запустить дрона. Но дрона нет, и его нельзя ввозить на Кубу. Вот на таких фабриках делают ручные сигары. Здесь сортируют листики. Вот они. Сигары плетут из 4 или 5 листиков. Сверху, снизу, которые растут. То есть там все очень сложно. Секреты передаются из поколения в поколение. Вот 3 кучки. Сначала снизу заворачивают, с нижних веточек, потом с верхних, потом с самых верхних. И тогда получается вкус настоящей кубинской сигары. А не вот это вот все. Это все, да, листочки здесь сортируют, те, которые с нижних веточек. Но они, даже с нижних веточек, они 3 разных сорта. Получше, похуже. И вот здесь они ферментируются. 4 месяца лежат вот здесь. Контролируется температура и влажность. То есть они месяц сначала просто лежат в кучке вон там, потом их сортируют, и потом 4 месяца они лежат здесь. Теперь я начинаю
понимать, почему они такие дорогие. А здесь сушат примерно несколько часов, и здесь уже досушка идет. Потом уже вот эти листики собирают в тюки, вот в такие, пишут всю информацию, когда собрали, сколько сушили, какой вес, какой листочек снизу, сверху, отправляют в Гавану. И там на складе уже с кондиционером все это хранится от 1 до 4 лет. Чем больше хранится, тем лучше качество, тем дороже, как коньяк. Вот в таком ящичке отправляют делать сигареты. То есть это просто отходы производства, мусор. И вот, да, 3-й сорт листочков с ниткой, с какие-то жеванные и так далее. Это тоже на сигареты. На всех табачных таких фабриках есть обязательно специальная должность чтец. Он читает книги, пока остальные там занимаются сортировкой или скручивают табак. Так родились сорта Монте-Кристо и Ромео и Джульетта, потому что очень впечатлило. Получили сувенир. Этому сувениру как минимум 4 месяца. И он в самом начале своего пути. Приехали в еще один туристический аттракцион, в пещеры. Ну, посмотрим, что за пещеры. Свиньи, которые питаются плодами королевской пальмы. И мясо у них получается просто замечательное. Пустая. До 80 метров может вырасти, между прочим. А вон там, где она заканчивается. Вот эти пещеры. А вот это все, между прочим, тоже из листьев королевской пальмы крыша. Так. Ага, здесь горит свет. Так что фонарик не нужен. Ну такая она, не низкая. Вот тут и древние люди жили, и беглые рабы прятались. Такая многофункциональная пещера. Вон там кто-то наверху. Повезло, никого больше нету здесь. Река подземная, вот она. И можно прокатиться на лодочке. Вот выход на свежий воздух.
все еще в этой долине. Вот так ждешь здесь. Раз. Неожиданно мы видим большой мурал. Современная фреска. Называется доисторическая фреска, потому что здесь изображено начало сотворения мира. Вот всякие бактерии, динозавры, звери. Ну и заканчивается все человеком. Вот тут запечатлен на фотографии процесс, как дело рисовали эскиз. Веревок поднимались наверх. Ну, короче говоря, вы поняли. Это пинаколада. Ее еще в нашей коллекции не было. Такая наша доля туристическая. После обеда отдохнуть не дали. После пинаколады отдохнуть не дали. Идем в крестьянское хозяйство. Посмотрим, как они тут живут. Как тебя зовут по-испански, петушок? Индюки, гуси, какао. Манго. Ну, короче, хозяйство такое справное. Плоды с неба падают. Ну вот, а на этом дереве растут огурцы кислые. Где? Вот такие. Ой, вот такие огурчики. Красота. Сразу маринованные растут. Все есть, все растет. Мясо бегает. Бананы тут же за домом. И никаких сугробов. И теплиц. У каждого хозяина, крестьянина в хозяйстве должна быть вот такая машинка «Шевроле» и вот такая машинка. Без такой машинки никуда. Ну и мотоцикл. Мотоцикл Сузуки. Aquí, primero, То есть это... primero, se quita la vena central, se clasifica la hoja, al interior tenemos la tripa, Он выдирает, потому что это самое вредное. mira, el interior, Ага. y la segunda para hacer la forma, Кучку. momento, Профессиональменты. Прям Я думаю, они почему поперек сворачивают, а не дуют. esta parte, Esta часть, esa es la que se pone en la prensa, esta categoría patón la press, 20-30 minutos, va a ser 30 minutos y eso es para que quede más compacto. luego lo vuelve a compartir en esta folha. Después de la prensa, Após esta va, se le pone la capa fina, como pueden ver es más flexible. esta gota está lista, boleta por las pichni, bolemiaca, esta viernes a para viernes. Сак такой.
Aquí se pega. Aquí se pega. Kan je klei juga, Como no tenemos pega, no tak ini itu kan klei Christian, ini buat baru. О, Ух ты ж, стой. Красавец. А? Пускай в руки возьму этот меч. вот, а в таких домах они живут. Вот это настоящий жилой дом. Вот это поновее, а это постарее. Здесь сестра живет, а там отец с сыном. Стекол нет, потому что здесь тепло. Начинается от нашего отеля и идет на протяжении 8 километров. Говорят, что это самая длинная лавочка на свете. 8 километров. На ней собираются вечером все.